Эфира. Сейчас мы, по-моему... Okay. Ага. Слушай, он хоть поехал или нет? Ты знаешь, ну, в смысле, ты сейчас видишь вот то, что лайв написано? Лайв, да. Потому что меня эта кнопка готова внизу смущать. Мне хочется ее нажать, но, по-моему, надо в конце. We have the first viewer. Первый зритель присоединился, второй. Все, отлично, супер. Зрители пошли. Супер, сейчас я 5 человек уже. Прекрасно. Ну, я же говорю, что очень здорово. Друзья, я вас рада видеть. Рядом со мной Ричард, он волшебный совершенно. Ричард – это сценарист, профессор, преподаватель, консультант сторителлинга. Он учит и писателей писательскому мастерству, и предпринимателей рассказывать о своем бизнесе так, чтобы это было интересно, чтобы это было вау, чтобы это было секси. Teaches both writers and business people telling about their businesses and telling their stories to make them sound wow and sexy and stuff. И Ричард работает с Google, с Nike, с Unilever, то есть с такими крутыми компаниями. И если вы вообще сторителлинг любите, то вот там перед вами просто маг и волшебник сторителлинга из Америки, из Лос-Анджелеса, из Голливуда. Да, и Ричард невероятно классный. Сегодня уже 3-й день семинара. И я получила огромное удовольствие. Мы потом про этот семинар еще немножко тоже скажем. Его проводит школа Александра Митты. И, собственно, сейчас можно будет... Ты видишь, кстати, какие-то вопросы? Вопросы можно будет? Если что, я буду задавать, да. Отлично, все. С нами Семен за кадром. Семен просто потрясающий переводчик и очень красивый молодой человек, но вот он сейчас сидит за кадром, поэтому вы не можете его увидеть, а мы можем. Мы сидим на него, любуемся. Так что задавайте вопросы. А я сейчас возьму те вопросы, которые вы уже подготовили и которые вы написали заранее. Я вот в очередной раз хочу подчеркнуть, что я в Ричарде увидела человека невероятно влюбленного в свое дело, веселого, страстного, и это очень здорово. Ну вот я обожаю таких профессионалов. И многие в комментариях спрашивали, с чего, да, что от Ричарда хотят услышать, с чего вы начинали и как пришли к профессиональному сторителлингу. It's a good question. Хороший вопрос. I grew up by New York. Я вырос рядом с Нью-Йорком. And moved out to California to write movies. В Калифорнию, чтобы писать там кино. And went to film school there. Поступил в киношколу там. And have always loved stories and movies my whole life. Истории, кино всю свою жизнь. And when I discovered that people get paid to write movies, I said that's what I want to do. Когда я узнал, что людям еще и платят за то, что они пишут фильмы, я сказал, ну так я этим и хочу заниматься. And I received a master's in film writing from the 2 best film schools in the country, USC and UCLA. Получил магистерскую степень в области кино в 2 самых престижных киношколах в мире, ну в Америке, во всяком случае, это USC и UCLA. Обе находятся в Лос-Анджелесе. And the process of getting those master's degrees, you sit in many classes and you analyze stories. Чтобы получить эту магистерскую степень, там большая часть обучения это анализ историй. And I just loved doing that, and was fortunate to be asked to become a professor. И я всегда любил это, и мне очень повезло, когда меня попросили начать преподавать. And so then I felt very lucky because I was being paid to read stories and help other people with their stories. Мне повезло, потому что мне стали платить за то, чтобы я читал другие истории и анализировал вот эти истории. And I started lecturing around the world about stories. Я стал читать лекции по всему миру по поводу как раз историй, того, как их разрабатывать. And writing books like this on stories. Начал писать книги, такие как «Это», про истории. And then it became very exciting when someone from Unilever, a very important person at Unilever, loved my book. And then came to me and said, "Can you do what you do with stories and screenwriters and help us in the business world?" Всем интересно, когда ко мне обратились люди из Unilever, очень важный человек один подошел ко мне, он увидел мою книгу, ему понравилась моя книга, и он попросил меня... Вот эту книгу, да?
It was this book or some other? No, it was before. Нет, это была предыдущая книга, и он попросил меня помочь им с разработкой историй для их корпорации, и мы стали работать вместе. And so at that time I was just doing screenwriting. Тогда я занимался только сценарным мастерством. And he dragged me into the world of business. Буквально втянул меня в мир бизнеса. And I loved it. И мне это очень понравилось. And then this was many years ago. Это было много лет назад. And then with the rise of social media, а потом, когда расцвели все социальные сети, and the fact that with the internet, every company, every brand, every person has a website and needs to tell their story. Когда интернет дал всем людям, всем корпорациям возможность завести свой веб-сайт и рассказывать истории, this whole world of content creation and business storytelling has exploded. После этого просто взорвался мир создания контента и корпоративного сторителлинга. So big companies like IBM or Google or Nike years ago did not think about storytelling. И большие компании, такие как IBM, Google, Nike, вот, если посмотреть на несколько лет назад, они даже не задумывались об историях. But now everybody talks about storytelling. Но сейчас все обсуждают сторителлинг. And in fact, when companies talk about movement forward, they talk about new narratives. Когда компании говорят о том, как развиваться дальше, о движении вперед, обсуждается как раз новый нарратив, новая история. So there's no better time in history to be a storyteller. Так что лучше времени, чтобы рассказывать истории, еще не было, чем сейчас. Потрясающе. Я, во-первых, хочу сказать, что вот Ричард сказал, что много изучали анализ историй, и в нашем семинаре, в наших встречах потрясающие были разборы совершенно. Вот этот разбор Сьюзен Бойл. Вчера мы разбирали очень красивую историю, как сиять, и я просто плакала, когда смотрела этот разбор, когда смотрела эту историю. Это волшебно. Impressed she was when you analyzed the Susan Boyle video, and yesterday You Can Shine video just made her almost cry, И Ричард говорил, что я сейчас разрушу для вас магию кино, вы видите, как это сделано. Но для меня, наоборот, вот магия историй и магия, вот когда ты видишь эту архитектуру, по-моему, все становится еще волшебнее, еще увлекательнее. Просто хочется еще. Right, and so I say I made the joke about destroying, but I also пошутил, что испорчу все удовольствие от просмотра фильмов после своего. Say in a way, hopefully, learning about story structure will allow you to have like Superman X-ray vision. You can see through the story and understand. Но также я говорил о том, что анализ структуры истории даст вам рентгеновское видение, как у Супермена. Вы сможете смотреть и видеть сквозь истории и анализировать их, понимать, как они работают. Это очень красиво. Мне просто нравится, как Ричард рассказывает. Вот слушать, просто я 2 дня слушала, сегодня буду 3-й день слушать. Мне очень нравится, как он говорит, как он рассказывает. Про рентгеновское видение. Ну, сразу видно, когда человек профессионально занимается текстом, занимается какими-то... Спасибо. Ричард заговорил сейчас о том, что большие компании интересуются сторителлингом, и я хочу спросить, вот на самом деле, как-то прямо подробнее, как это в Америке происходит, то есть как это, не знаю, как это заказывают? Это заказывают в рамках маркетинга или контент-маркетинга? Как компания выделяет на это бюджеты, как на этом зарабатывает? Что-то такое, что в Америке происходит, такой репортаж с места событий. You mentioned that big companies are now more and more interested in storytelling. What part of their budget is that? When do they, order storytelling? Is it part of their advertising campaigns, marketing campaigns, content creation budget? What is it like? Where is it? It's a very good question, and things are constantly shifting. Отличный вопрос. На самом деле все постоянно меняется. Obviously, if I'm working with a company, если я работаю с компанией, that's a company that understands how important storytelling is. Это уже по умолчанию компания какая-то, которая понимает, насколько важна история, насколько важно ее правильно рассказать. And there are, unfortunately, still companies that don't. Но пока есть, к сожалению, много компаний, которые этого не понимают. But what I'm seeing in my work with these companies, но работая с этими компаниями, я заметил,
is a huge shift in budgets away from, and these are big companies, huge shift in budget away from TV advertising and radio advertising, what we'd call traditional advertising, and a movement into content creation for, quote, their tribes, you know, the people they want to talk to directly in social media. В своей работе я увидел, что сейчас происходит большой сдвиг, ну и надо сказать, я говорю о крупных компаниях, о корпорациях. У них происходит большой сдвиг, бюджеты переходят из рекламных бюджетов на телевидение, рекламных традиционных, скажем, бюджетов, и они уходят больше в создание контента, как раз в создание историй для того, что они называют своим племенем, то есть у них вот племя последователей, да, и они начинают заботиться все больше. Они прям этот термин используют, да? They use this word, tribe. Yes. Their tribe. Да. And so it's this amazing moment where years ago, when I first started, all the power really was at the advertising agency. They were creating the message. Мы живем в удивительное время, потому что несколько лет назад, буквально, гигантская сила была сконцентрирована в руках рекламных агентств. Они отвечали за вот этот месседж, за посыл компании. And now with the rise of social media, the message is actually being created by the consumer or the customer. А сейчас с расцветом социальных сетей вот этот месседж, он создается самим покупателем, самим потребителем. So the brand sees itself now as a ally to the consumer to give them a platform for them to express the message that then people share with each other and further stories. So it's the opportunity for people to share stories with each other has never been bigger. И корпорации начинают видеть себя как определенные платформы, то есть они позволяют своему племени, да, своим потребителям создавать истории самим, делиться этими историями, они просто дают им возможность рассказать эти истории через вот этот, через себя, да, через свой бренд, и это позволяет им двигать дальше вот этот рассказ о себе, то есть люди делятся им, и, в общем, эта история идет дальше через эту платформу. Круто. То есть сторителлинг — это такая сложная архитектура, получается, что это может и сама компания рассказывать истории, и может создавать специальные возможности для пользователя рассказывать о себе, модерировать этот процесс. This is a pretty complex architecture. Not only the company itself tells the stories, but it can give the viewers and the consumers an ability and opportunity to tell their stories, right, and share their stories like through their platform or. Right. And so it's very complex and very Да, interesting and very exciting. Интересное и удивительное время, да. А можно тогда спросить, я хочу Ричарда спросить, что такое сторителлинг, потому что понятие такое очень размытое. Сторителлинг может быть в видеороликах, сторителлинг может быть в соцсетях. Вот что такое сторителлинг? So I would like to ask a question then. What is storytelling? We can be talking about video clips and we can be talking about social media. Where is it? Like, how does it work? What is storytelling? Или это книга, или это ролики, вот что такое? Books, video clips, films, where is it? That's a good question. Да, хороший вопрос. In the class, we always start with my favorite definition. На занятиях мы начинаем всегда с моего любимого определения, which is information wrapped in emotion. Что это информация, обернутая, завернутая в эмоции. So let's say you love a Допустим, pierogi. Вы обожаете пирожки. That you really love. Обожаете пирожки. 40 years ago, if you love this pierogi, you could tell your friends, and that would be the end of that. 40 лет назад, вот нравятся вам пирожки, друзьям вы сказали, что они вам нравятся, и все, конец истории. But today with social media, you can share pierogi information with people all over the world социальные сети and share stories. Делиться информацией об этих пирожках с людьми по всему миру и рассказывать истории о том, как они вам нравятся. About how you eat it and how you prepare it, and all these wonderful stories get shared, and a conversation erupts beyond the brand that then informs the brand. И вы можете таким образом рассказывать, как вы их готовите, где вы их едите, как это все происходит. Это запускает отдельный разговор, который уже напрямую не касается бренда, он выходит за рамки бренда, но тем самым двигает бренд в новые какие-то территории, на новые области.
So send us your pierogi stories. We Так что love them. присылайте нам истории о пирожках, нам нравится. Это круто. Я сейчас на секундочку прервусь. Семен, тебе тяжело держать телефон? Нет, все хорошо. Все, ладно, хорошо. Ты если что, скажи, пожалуйста. Да, хорошо. Да, кстати, мы сказали, да, что можно задавать вопросы, в принципе, да. Пока вопросов нет, пока пишут, Инна Алпеева пишет «Пироги information, great». Вот. Ну, можете что-то писать, и если я успею, то я прочитаю и передам. Да, задавайте вопросы, потому что когда еще вы увидите And I think I don't know if I'm sorry if I completely answered. So that could be a story in the form of a text that you write about an experience you had. That story can be вы можете описать опыт, который у вас был. Shared in the form of a series of Instagram posts. Это может быть серия Instagram-постов. Or an experience you share on Facebook. Можете рассказать о своем опыте на Фейсбуке. Or a video you make and put on YouTube. Снять видео и выложить на YouTube. So, as long as there is information that has an emotional content to it, in my mind, that is a story being shared with the world. То есть, если это информация, которая связана как-то с эмоциональной составляющей, то из этого можно сделать историю, которой можно поделиться с миром. Вот вопрос пришел через онлайн. Можно ли использовать истории для продуктов, которые покупают раз в 10 лет? Холодильники, стиральные машины. There is a question. Can you use a story for products that are bought like once in 10 years, like refrigerators, washing machines? Is there a place for stories when you're trying to promote this type of product? Well, yes. I mean, anytime you have a product that needs to be differentiated, so there's a lot of refrigerators in the world. And how do you differentiate my brand of refrigerators from all the other refrigerators? Even though it's only bought once every 10 years, you need to tell a story that makes the consumer understand that how this refrigerator is different than all the others. Место для истории есть, потому что есть место для дифференциации. Холодильников разных много. Как вы расскажете своему потребителю, почему ваш холодильник отличается от других холодильников? Это можно сделать вот через истории. Круто. Я еще хотела спросить, как вы, вот какой-то прямо опыт вашей работы с компаниями, с иностранными, с Google, как это вообще происходит все? То есть там есть какая-то редакция? Или вы приходите и, не знаю, там, даете какие-то указания и уходите? То есть как вообще организован процесс работы? Вот это мне интересно. Кухня. Marina is interested in how is the process organized when you're working with like huge companies like Google, for example. Do they have some editors? How do they come to you? How do you work? With who do you work there? What's the process? Well, at Google I lectured. В Google просто читал лекции. But with most companies, the process is always different. С большинством компаний вообще процесс всегда по-разному строится. But there are some similarities. Есть какие-то общие моменты. Either there is material on the brand DNA, the brand positioning that's already in place. Иногда бывает, что у компании уже есть материалы, подборка материалов по позиционированию бренда, по ДНК бренда, по ключевым. Or if it's a new company, together we work on creating that positioning. Who are you? What is your purpose? Либо иногда у компании этого нет, и тогда мы с ними вместе разрабатываем эту информацию, эту историю, да, кто вы, в чем ваша цель в этом мире. Because it is only with a deep understanding of the core essence of the brand that then you can move forward together with the brand to create stories. Потому что только, с этого нужно начинать, только понимая то, что это за бренд и как он хочет, чтобы его видели, можно создавать истории, которые уже это раскрывают. So to go back to your refrigerators. Возвращаясь к холодильникам. Traditionally, people would say this refrigerator is the best because it has a microchip and it has 54 cubic centimeters and it gets colder, 30 degrees colder. And they give specific factual information. Традиционный маркетинг давал информацию в фактах. В этом холодильнике есть такой-то микрочип, он охлаждается настолько-то быстрее, у него 54 кубических сантиметра там, в таком-то отделении и так далее.
That was the age of functional ad marketing. Это была эпоха функционального маркетинга в рекламе. And I would argue we have entered the age of emotional marketing. Сейчас я бы сказал, что мы вошли в эпоху эмоционального маркетинга. Nobody is going to be persuaded to buy a refrigerator based on a few facts. Не убедить никого купить холодильник просто на основании фактов. So, together with the brand, let's say you were the refrigerator вот, brand допустим, director. Вы представляете какой-нибудь бренд холодильный, да, вы директор по бренду. We would take those facts, мы бы взяли с вами эти факты, and then we would look beneath those facts to find stories and emotional information. И посмотрели бы, что лежит в глубине этих фактов, чтобы уже найти историю и эмоциональную какую-то информацию. That would allow us to create marketing communication that would appeal to people, so they feel like of all the refrigerators, this is the right one for me. И из этого бы мы уже придумали, как создать эмоциональный контент, чтобы у людей создавалось ощущение, что из всех холодильников вот именно этот холодильник подходит мне чисто по-человечески. Волшебно. Yeah. And so we look at it as a three-step process. Мы смотрим на это как на трехшаговый такой процесс. The brand positioning, позиционирование бренда, the brand narrative, нарратив бренда, and then the expression of that through social media. И выражение этого уже в социальных сетях. Потрясающе. There is a question. Есть еще вопрос? Давай. Я еще про глубину фактов хотела спросить, там, смотри по контексту. Хорошо, можно продолжить про глубину, раз? Давай, потом тогда вернемся. Вот про глубину фактов я услышала, и это для меня самое интересное, как для человека, который тоже работает со смыслами для бизнеса. Как из глубины фактов достать вот этот, что, не знаю, пятый элемент, вот эту эмоцию, историю, I'm working ценность? with finding, new meanings for business, so it's really important for me. How do you find under those facts? How do you find an emotion that underlies them? How do you dig it out? There are many ways, but two of the most popular ways are this. Способов много, вот расскажу про два популярных. Do consumer research, either with people looking at what people are saying about the product online, or interviewing people who are your target market. Исследование потребителя. То есть вы можете почитать, что про вас говорят в сетях, что про вас вообще пишут, какие отзывы, и вы можете провести собеседование, интервью с вашими пользователями, с теми, кто пользуется вашим товаром. Получается, пользователи уже подсказывают, что они думают. The existing consumers kind of prompt you as to what that's one method, to hear what they are saying. То есть услышать, что они говорят. And the other method is to think about what you want them to say. И второй вариант — это подумать, что вы хотите, чтобы вас говорили. And so I'd say that one is more of an eliciting of information that you analyze. Это способ как бы вытянуть, из них информацию, которую потом проанализировать нужно. And the other method, especially if it's a new product, второй, особенно с новыми продуктами, is more about teaching. Это больше научить пользователя, как нужно думать о вашем продукте. You, as a marketer, through stories, right? Right. You have an instinct. I want them to это feel this way about the product. Я хочу, чтобы они чувствовали вот так вот по отношению к моему продукту. And so you try to teach them through stories. And they will get that feeling and that response. И вы учите их чувствовать вот таким образом относительно своего продукта через истории, так что когда они действительно с ним сталкиваются, у них появляется вот это ощущение. So we talked about Coca-Cola trying to own the space of happiness. Мы говорили про то, как Coca-Cola, например, пытается захватить внутри нас, внутри нашего мозга, сознания, территорию, связанную со счастьем. So I don't know if they went online and saw people telling stories about how drinking a Coke makes them happy. Не знаю, увидели ли они, что кто-то онлайн там написал, как они пьют колу и это им приносит счастье. Or they sat in an office and decided in the company, let's try to capture this space. Либо они сидели в офисе и подумали, а вот нам, наверное, нужно эту территорию захватить. Счастье — это наша территория. But either way, all the communication in the future was about trying to
align Coca-Cola with the idea of happiness. Так или иначе, после того, как они это решение приняли, все коммуникации в будущем были как раз направлены на то, чтобы совместить то место, которое в сознании занимает Coca-Cola, и счастье. So all the Instagram posts, all the videos, all the websites, the packaging, the marketing, the slogans, the messages, everything revolved around this idea of Все happiness. посты в Инстаграме, все ролики, слоганы, постеры, билборды, все вращалось после того, как это решение было принято, вокруг вот этой территории счастья, скажем так. Круто. А сколько вообще инстинктивного в сторителлинге? Вот Ричард насколько использует инстинкты, а насколько это, ну вот работа, не знаю, там аналитическая? How much is storytelling based on instinct? How much is it analytical work? There are people who are instinctively better storytellers Есть, than конечно, others. люди, которые отличаются особенными инстинктами и инстинктивно рассказывают отличные истории. But I've done many seminars with big groups. Но я много семинаров проводил для больших групп. So, for example, years ago I did a seminar for the advertising agency and the marketing executives at Unilever. Например, много лет назад я проводил семинар для рекламных агентств и руководителей отделов маркетинга в Unilever. And there were people from the advertising agency who were, their titles were literally creatives. И были люди из вот рекламного агентства, у которых прямо в названии должности было слово креатив. But sometimes in the workshop, a secretary or a marketing executive or a human resource department person who was not supposed to be creative actually wrote a better story than the creative advertising executive. Но часто на этих семинарах люди, которым вроде как не нужно иметь дело с креативом, и секретари, и бухгалтеры, и так далее, часто они рассказывали и писали лучшие истории, чем креативщики. So I believe we are all creative. Так что я верю, что мы все креативщики, что все мы креативны. And I've spent the past 20 years of my life trying to teach storytelling structure so anyone can get a deeper understanding of how to create better stories. И 20 лет своей жизни я провел, обучая людей как раз структуре сторителлинга, так, чтобы они лучше понимали, как история работает, как она устроена, и могли лучше рассказывать историю. Круто. Хочешь вопрос задать? Да, есть вопрос. Давно уже был. Применим ли сторителлинг внутри компании, то есть для сотрудников, например, сторителлинг? There was a question asked online whether storytelling could be used as an internal tool, for the employees of the company, for example. Yes. How? Yes. Many times we are dealing with. They talk. I love the term. They say, "Is this story consumer-facing?" Да, часто это используется, истории, которые рассказываются внутри компании. Даже задается иногда такой вопрос. Вот эта история, она обращена на потребителя? But storytelling is such an effective form of communication. Или нет, да? Сторителлинг — это очень мощная форма связи, коммуникации. That many times you see it for in-house communication that is never going to face consumers. Часто действительно сторителлинг используется внутри компании. Это сторителлинг, обращенный лицом не к потребителю, а к сотрудникам. Потребители его никогда не увидят. And a lot of times I'm seeing now that instead of a standard brief from the brand to the advertising agency. Часто, например, я вижу, что вместо стандартного брифа, который обычно отсылает клиент рекламному агентству, they are delivering a story. Сейчас отправляют историю. To try to inspire the agency to do something more creative and interesting. Пытаются этой историей вдохновить рекламное агентство на создание чего-то более креативного и интересного. Это потрясающе. Просто вот я сижу и получаю невероятное удовольствие от того, что вот опыт работы с большими компаниями, настоящий живой опыт, не теория, не какие-то статьи. И Ричард об этом рассказывает, он все это у него на кончиках пальцев. Это потрясающе.
Я хотела спросить про трехшаговую структуру. I'd like to talk about three-step structure that you mentioned. Нас слушают иногда небольшие предприниматели, люди, которые частной практикой занимаются, психологи, адвокаты, юристы. Some people in our audiences are small businesses like Может ли lawyers, Ричард psychologists. поделиться чем-то, вот как они могут это применить, что они могут там начать делать прямо сейчас уже? Is there something that you could recommend them, something that they could do right now as small business owners, as entrepreneurs? They can read this book. Прямо сейчас можете прочитать эту книгу. But it hasn't been translated into Russian yet. Перевели на русский язык. Я думаю, что можно сказать, что Ричард собирается вести переговоры, we can say, right, that you are на русский in язык, так что... Yes, hopefully. Будем надеяться, да. And what becomes interesting with someone who doesn't have a big budget. Если бюджет небольшой, то тоже интереснее на самом деле. Or somebody who doesn't have a big advertising agency. Или, допустим, у вас или бюджет маленький, или у вас нет большого рекламного агентства, которое вам может помочь. For them maybe to think about if they meet someone on a train or a plane. Подумайте так, вот, допустим, вы встречаете кого-то в поезде, в самолете. And they say, oh, you're a dentist, you're a lawyer. What do you do? И вам говорят, о, ничего себе, вы дантист, вы адвокат, а чем вы занимаетесь? What is the story you tell people to try to clearly identify what makes you special as a lawyer or a Подумайте, dentist? какую историю вы рассказываете людям, что отличает вас как юриста, как стоматолога? And I think when we start thinking about stories, what we realize is we are telling stories all the time. На самом деле, если задуматься, мы постоянно рассказываем истории. And then it becomes important to think about that story you are telling. Важно понять, какую историю вы рассказываете. And how to craft it more carefully. И понять, как более четко ее сформулировать. And capture it on your website. Как эту историю сформулировать и донести до людей на своем сайте. And maybe start sharing that story through Instagram posts or Facebook. Как ей поделиться через посты в Инстаграме и на Фейсбуке. And so you start creating a consistent message through stories that communicates the essence of who you are to the world. Таким образом, через историю у вас получается, вы можете донести посыл, и он будет цельным, то есть он не будет разбиваться на какие-то несвязанные друг с другом части. Это поможет вам лучше сказать, кто вы такой миру. But many times people hire me because it's easy for me to see your story more clearly than for us to understand our own story. Часто меня нанимают как раз для того, чтобы я со стороны посмотрел как консультант и, может быть, помог людям понять, в чем их история, компаниям понять, в чем их история. And that's probably why people go to you, because as an expert from the outside, you're able to understand their story. Потому что со стороны иногда виднее, что человек представляет, какую историю он представляет. Наверное, вас тоже так нанимают, потому что вы тоже видите со стороны лучше, как можно человеку помочь, чем человек изнутри сам. Да, действительно, есть такой. Я вот этот момент прямо отметила. Это, наверное, про то, что мы часто сами у себя находимся в слепом пятне. И когда ко мне, например, авторы приходят, или к Ричарду приходят, компании, в смысле, и к Ричарду приходят компании, это про то, что человек сам себя не видит, компания сама себя не видит, а со стороны можно это увидеть и показать. It's true. I noticed that sometimes, a person inside his own blind spot, right. He cannot see himself and hires another company or me that, allows them to look at them from the side, basically, from another vantage point. Здорово. У меня еще сейчас несколько вопросов от читателей. A few more questions from the readers, from the audience. Как Ричард понимает, Инна спрашивает, как Ричард понимает, что вот эта история отзовется миллионам, что это классная история? How do you understand that the story will work with millions of people? That it's a great story. What stories do you like yourself? Все хотят хитрости. Everyone wants to know the tricks. Yes, everybody wants to know the trick of how to make a viral video. Все хотят узнать трюк, как сделать вирусный ролик. Большой важный вопрос. So you need a very cute puppy or kitten. Нужен хорошенький щеночек или котеночек? Or a dancing baby. Или танцующий младенец. But no, the truth. Я просто брошусь целовать Ричарда, потому что вот настолько мне эти запросы знакомы. I know all these questions. Такой подход, и хочется по-другому. You want to find some other way, right? And people who are experts always
don't like this Да, question. экспертам всегда эти вопросы не нравятся. Because the truth Потому is, что в чем nobody правда? really knows. Никто не знает на самом деле, если так. Тут надо вот так сделать. You need to- And if anybody says, if you hire me, I guarantee this video will go Если viral. вам кто-то гарантирует вирусность ролика, говорит, Is- наймите меня, я сделаю точно вам 100% вирусный ролик. It's not a good person to Не hire. очень хороший человек, не надо нанимать. But if you can see and measure the emotional response that people are having to the story you tell, Если у вас есть возможность измерить, насколько эмоциональный отклик вызывает ваша история, and that corresponds to the essential core information about your brand that you want to convey, then that's good если communication. эта история связана, если она выстроена в соответствии с тем, что вы хотите рассказать о своем бренде, с вашим посылом, месседжем, то значит ее стоит рассказать. And that will go out into the world and convey what you need to the world, and I think good things will come from that. Ну, то есть она пойдет в мир, отправится и расскажет именно то, что вы хотите о себе рассказать, и будем надеяться, что что-то хорошее вернется к вам после этого. And then you can't control much else. После этого тяжело контролировать, что дальше происходит, так что... Спасибо. У меня есть среди клиентов люди, которые просто любят рассказывать и писать, а есть предприниматели, которые прям приходят и спрашивают, а сколько денег я потрачу и сколько денег я получу на выходе от сторителлинга. Вот что можно таким предпринимателям, что бы Ричард посоветовал отвечать таким предпринимателям? Совпадает с вопросом, который, кстати, задали в онлайне. Потрясающе. Да. Тогда озвучь его, пожалуйста. А он так и звучал, какими цифрами можно убедить компанию, которая не уверена пока в эффективности этого. Marina asks that, you know, there are two types of clients she has, basically. Some people just love telling stories, love sharing them with the world. Right. The other ones are business people Right. who want to see exact numbers. And actually someone asked online, if a company is not sure that story can help them, how can you convince them? Are there any numbers that could convince people that stories are working? And how do you measure the effectiveness of a story? That's a good question too. Вопрос тоже отличный. There is the issue, what I call the issue of brand equity. Есть такой вопрос, да, вопрос стоимости бренда. Which is essentially this idea that to a certain degree, some of the stories you tell, you can never know how effective they are, but if they are conveying emotional information to people, that will help the way they think about your brand. Да, с некоторыми историями действительно непонятно, ну, то есть тяжело оценить стоимость той или иной истории, но истории помогают людям, которые их слышат, создать правильное впечатление о вашем бренде. Они позволяют вам настроить людей на правильное восприятие вашего бренда. So, let's say you are a restaurant. Допустим, вы ресторан. And you start posting videos about how every night when the restaurant closes, you give the extra food to poor people. И вы можете, допустим, начать постить видео, как вы раздаете еду, оставшуюся после рабочего дня, не знаю, бедным людям, что вы кормите бедных. Now, because of social media, you can directly measure exactly how many people have viewed those videos. И благодаря социальным сетям вы можете посмотреть прям статистику просмотров, вы можете увидеть, сколько человек посмотрели этот ролик. And Facebook allows you to know how old those viewers are, and you can Facebook gain позволяет specific вам information. посмотреть очень четкую статистику по возрасту посмотревших это видео, по составу социальному этих людей. But beyond viewer numbers and like numbers and those type of measurable Но information, помимо того, что можно измерить достаточно четко, то есть количество лайков, количество просмотров, I would argue there's an intangible quality that's very important. я бы сказал, что есть не менее важный элемент, он неосязаемый, его нельзя посчитать, выразить в цифрах. Because it's hard to measure how many people have a different idea of you now as a result of being Потому exposed to что that тяжело story. измерить, например, что у скольких людей, допустим, мнение поменялось благодаря тому, что они посмотрели вот этот ролик про вас. We know 7,000 people viewed the video. Да, мы знаем, что 7000 человек посмотрели видео. But the question that some business people want to know is how many people are going to Но buy. некоторым предпринимателям хочется знать, ну а купят-то теперь сколько?
And you can't answer На that это question. просто невозможно ответить. But I would argue that if the message is the message you want to convey, it is changing the way people are looking at you, and it's important and needs to be done. Но я бы сказал, что если то, что вы делаете, те ролики, которые вы размещаете, изменяют как-то мнение людей, позволяют им по-другому посмотреть на ваш продукт, на ваш товар, на вашу услугу, то это нужно делать, это необходимое действие просто. So sometimes business people just need to trust the power of stories. Иногда предпринимателям, бизнесменам просто нужно доверять силе истории. Я на самом деле согласна с этим, потому что сторителлинг — это тема вообще на всю жизнь. И вот то, что Ричард сказал про то, что нужно, может быть, там людей кормить, еще что-то. Сторителлинг, он растет из жизни, учиться ему и делать его, это очень увлекательное занятие. И, конечно, мы сейчас за час не научим. И я не могу от Ричарда оторваться, но у нас через 40 минут будет продолжение. Я хочу просто Ричарда сейчас отпустить, чтобы он мог попить чай и передохнуть. И поэтому мы сейчас будем заканчивать. Marina says she agrees that storytelling is a lifelong project where we live constantly immersed in stories, and we cannot just forget about stories and not stop telling them. So it's that important, and we'll have to stop soon because the class will start in like 40 minutes. But just a couple of quick final questions, right? И я в конце хочу сказать, что вот этот семинар, о котором мы говорили, его проводит школа Александра Митты, на мой взгляд, одна из лучших киношкол в России вообще, и записи с Ричардом будут, они будут позже, то есть они потом появятся, их можно будет найти, если вы захотите подробнее познакомиться. Еще я хочу сказать, что, наверное, можно Ричарду не приводить. Да? Еще я хочу сказать, что мы поняли, что мы хотим с Ричардом провести в ближайшее время, или, может быть, не в ближайшее, мы проведем какой-нибудь мастер-класс, интенсив на 2 дня. Так что, если вы хотите, ставьте там, пожалуйста, лайки. И там пишите в комментариях, что хотите или не хотите. Мы такую штуку сделаем. Может, сделаем в Петербурге, может быть, еще где-то сделаем. Потом здесь мне еще по плану... Очень много лайков посыпалось. Отлично, все мы делаем. We got a lot of likes and hearts. Все хотят наш мастер-класс, это очень здорово и круто. Да, все, вы нас вдохновляете, мы это сделаем обязательно. И мне сейчас, я хотела попросить Ричарда, чтобы он рассказал сказал немножко про мой тренинг, курс «Укротители текстов», потому что, чтобы рассказывать истории, нужно писательское мастерство. А Ричард очень классно умеет продавать, поэтому Richard knows how to sell really well, so I'd like to ask him to say a couple of words about my seminar. Да. Well, even the best writers do many drafts. Даже самые лучшие писатели пишут много-много драфтов. And sometimes people feel ashamed if they have to do lots of revising. И списывают тонны черновиков, и иногда людям стыдно, что они так много раз переписывают. But they shouldn't feel that way. Это не должно быть такого чувства стыда за это. All of us need to hire other people to help. Нам всем нужна помощь других людей. And the best writers in the world have editors that help them. У лучших писателей в мире всегда есть редактор, который им помогает и поддерживает. And nobody does a perfect first draft. Первый драфт, первый черновик ни у кого не получается идеальным. And so it's important to find somebody who can help you tell your story better. Так что важно найти людей, которые помогут вам рассказать вашу историю как можно лучше. And if you can tame your text, если есть возможность укротить свой текст, то мне кажется, это отличная возможность, надо ей пользоваться. Спасибо, супер. Я еще так рада, что Ричарду понравилось название «Укротители». I'm happy that you like the name too. Text tamers. Спасибо большое. Это хлыст Ричард изобретает. Спасибо большое. Потрясающее интервью. Спасибо огромное. Я очень надеюсь, что Ричард еще приедет в Россию. Я думаю, что мы еще встретимся и сделаем для вас классные штуки. Еще раз книжку давайте покажем. Да, то есть вот эта книга «Крючок», потрясающее название. Я ее сегодня увидела в руках у Ричарда, а я ее увидела все время на Амазоне. И, по-моему, очень классно.
It looks great. Про крючок нам Ричард рассказывал. Пусть Ричард про рыбку скажет, а про крючок. Can you say about the bait and the fish? Oh, I begin every seminar with the same sentence. Да, начинаю я каждый семинар с одного предложения, на самом деле, с одной мысли. The bait has to taste good to the fish, not the fisherman. Наживка должна нравиться рыбе, а не рыбаку. Супер. Все, желаю рассказывать такие истории, чтобы они нравились рыбе. Tell good stories. Да, супер. Все, спасибо. Рассказывайте хорошие истории. Да. Спасибо. Это